Всем привет! Меня зовут Елена Ермина, и вы на моем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня мы будем с вами вязать крючком. На просторах интернета я нашла замечательную модель летнего топа, майки, связанную крючком. Модель с открытыми плечами, открытыми руками. Отличный вариант для жаркого знойного лета. Майка-топ вяжется очень просто, быстро. Узор простой, несложный. И как он вяжется, мы сейчас с вами вместе разберем. Для вязания образца подготовьте, пожалуйста, пряжу из летней серии. Я рекомендую вам связать данную модель из пряжи Анна 16. В 100 граммах 530 метров. Это 100% мерсеризованный хлопок. Либо из пряжи Filo Viscose номер 5. Здесь метраж у этой пряжи в 50 граммах 226 метров. Либо пряжа моя любимая Baby Cotton. 100% мягкий египетский хлопок. В 50 граммах 180 метров. Крючок для вязания выбираете в зависимости от толщины нити и своей плотности вязания. Все ссылки на интернет-магазин, на мою любимую пряжу и инструменты для вязания я вам оставила в описании под этим видео. И также делюсь со своими зрительницами, подписчицами моих каналов промокодом на скидку. Размер скидки 5%. Вязать образец узора будем вот по этой схеме. Схему вы видите сейчас на экране. В конце данного видео вы найдете каталог всех моих подробных попетельных мастер-классов, разработанных специально для начинающих вязальщиц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Выберите любую модель, которую хотите связать, и в комментариях под этим видео напишите мне название мастер-класса, и я вам обязательно отвечу, как его получить и присоединиться к вязанию. Для вязания образца выбираю пряжу Baby Cotton в 50 граммах 180 метров, крючок номер 2,25. Информация по расходу пряжи. Если вы будете вязать данную модель топа из пряжи Анна 16 от Siam, заказывайте 3 мотка пряжи. Примерный расход от 200 до 300 граммов пряжи. Все зависит от того, на какой размер вы вяжете и также какая у вас модель. Ширина, длина топа. 3 мотка хватит от 46 до 52 размера. Вот так смотрится узор с лицевой стороны. Лицевая сторона узора – это та, где вяжутся все нечетные ряды. Изнаночная сторона узора, где вяжутся все четные ряды. Раппорт узора состоит из 8 рядов в высоту и 6 петель в ширину. Мы будем с вами вязать 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Общее количество набранных петель 15. Приступаем к вязанию первого ряда раппорта. 3 воздушные петли подъема, они засчитываются у нас как за первый столбик с одним накидом. От конца цепочки отсчитываем 3 петли и в четвертую провязываем 1 столбик с одним накидом. Связали 2 столбика. Далее в каждую петлю цепочки провязываем по 1 столбику с одним накидом. В каждую. И первый ряд узора у нас состоит только из столбиков с одним накидом в количестве 15 штук. Вяжем до конца ряда столбики с одним накидом и далее проверяем, сколько столбиков связали. Должно быть 15. Вот таким образом мы вяжем первый ряд. Я буду вязать за кадром. 15 столбиков связали, вяжем второй ряд. Второй ряд вяжется точно так же. 3 воздушные петли подъема. Вершину каждого столбика с одним накидом провязываем по 1 столбику с одним накидом. Крючок при этом я ввожу под косичку, под переднюю и заднюю стенку. Общее количество столбиков с одним накидом во втором ряду должно быть 15. В каждую петлю, получается, мы провязываем по 1 столбику с одним накидом.
15 столбик мы провязываем в первую воздушную петлю в основании, которая находится слева от столбика, либо это третья петля подъема. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание на другую сторону. Находим вершину второго столбика с одним накидом. Под косичку ввожу крючок и провязываем 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной. Вот такой вот элемент. Провязали. У нас на крючке 4 петли, соединяем их вместе. Цепочка, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее я пропускаю 2 столбика с одним накидом и в вершину третьего под косичку ввожу крючок, провязываю 1 столбик без накида. Цепочка, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаю 2 столбика с одним накидом, вот этот пропускаем, первый, второй, в вершину третьего столбика под косичку ввожу крючок, провязываем 3 полустолбика с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием. На крючке 4 петли, соединяем вместе. Цепочка, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаю 2 столбика с одним накидом, первый, второй, вершину третьего под косичку провязываем 1 столбик без накида. Цепочка, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаю 2 столбика с одним накидом и в вершину третьего столбика провязываем 3 полустолбика с одним накидом. Соединяем 4 петли вместе. Заканчиваем вязать ряд, провязываю в первую петлю, она у нас третья петля подъема, 1 столбик с одним накидом. Связали 3 ряда. Вяжем 4 ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваю вязание на другую сторону, вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. Вместо соединения столбиков вяжем под косичку второй столбик без накида. В начале ряда у нас провязано 2 столбика без накида. Далее мы вяжем поверх цепочки из 3 воздушных петель третий столбик без накида, 3 воздушные петли, поверх цепочки из 3 воздушных петель мы провязываем 1 столбик без накида, вместо соединения столбиков второй столбик без накида и поверх цепочки третий столбик без накида. Цепочка, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поверх цепочки провязываем первый столбик без накида. Вместо соединения столбиков второй столбик без накида. И в третью петлю подъема вяжем третий столбик без накида. У нас в начале и в конце ряда связано по 3 столбика без накида. 5 ряд узора, 3 воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в вершину каждого столбика без накида мы провязываем по одному столбику с одним накидом.
3 петли подъема засчитываются как за один столбик с одним накидом. Так, в начале ряда у нас связано 3 столбика с одним накидом в каждую петлю. Поверх цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. В каждую вершину столбика без накида предыдущего ряда под косичку вяжем по одному столбику с одним накидом. Связали 3 столбика с одним накидом. Поверх цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. В конце ряда у нас 3 петли, 3 столбика без накида. И вот получается, в каждую петлю мы провязываем по одному столбику с одним накидом. Так, провязала 3 столбика с одним накидом. И проверяем. Общее количество столбиков с одним накидом в 5-м ряду у нас должно быть 15. Такое же количество столбиков, как мы вязали с вами в 1-м ряду. Здесь при вязании данного вида узора важно следить за количеством связанных столбиков и также смотреть, чтобы у вас край слева и справа вязаного полотна был всегда ровный. 6-й ряд мы вяжем точно так же, как вязали 2-й ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину каждого столбика с одним накидом провязываем по одному столбику с одним накидом. Столбики я провязываю всегда под косичку. Общее количество столбиков должно быть 15. Я буду вязать за кадром. Продолжаем вязать. Вяжем 7-й ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину 1-го столбика провязали 1 столбик без накида. И вершину 2-го столбика провязали 2-й столбик без накида. Цепочка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Пропускаю 2 столбика с одним накидом, вот 1-й, 2-й. И вершину 3-го вяжем 3 столбика, 3 полустолбика с одним накидом. Либо 3 столбика с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием. Вот связали вот этот элемент, и давайте с вами сразу же проверим. Вот этот элемент у нас должен расположен быть строго, четко над вот этим столбиком без накида. Чтобы у вас не было смещения узора, проверяйте, чтобы узор располагался, вот эти все элементы, вертикально и параллельно друг другу. 3 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика. Вершину 3-го вяжем столбик без накида. Здесь также контролируйте, чтобы расположение элементов должно быть четким относительно друг друга. 3 воздушные петли. Пропускаю 1, 2 и вершину 3-го вяжем 3 полустолбика с одним накидом. Четыре петли вместе. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаю 1-й, 2-й, вершину 3-го провязываем 1 столбик без накида. И в 1-ю петлю, это 3-я петля подъема, вяжем 2-й столбик без накида.
При вязании прямыми и обратными рядами мы начинаем ряд и заканчиваем одинаковым количеством столбиков. Вяжем 8 ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки из 3 воздушных петель провязали первый столбик без накида. Вершину столбиков под косичку вяжем второй столбик без накида. Поверх цепочки из 3 петель провязали третий столбик без накида. Цепочка 3 воздушные петли. Поверх цепочки провязали первый столбик без накида. Вершину элемента второй столбик без накида и поверх цепочки третий столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И здесь вершину первого столбика мы с вами провяжем один полустолбик с одним накидом. Все, закончили с вами вязать 8 ряд. Связали один раппорт узора. Вот так вот он смотрится. Элементы располагаются в отношении друг друга в шахматном порядке. Вид с одной стороны и вид с другой стороны. 9 ряд мы вяжем точно так же, как вязали с вами первый ряд. Общее количество столбиков должно быть 15. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки провязываем 2 столбика с одним накидом. Далее мы вяжем вершину каждого столбика по одному столбику с одним накидом. Поверх цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Вершину каждого столбика вяжем по одному столбику с одним накидом. Связали 12 столбиков с одним накидом. И далее мы поверх цепочки провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Все связано у нас получается с вами здесь 15 столбиков с одним накидом. Далее, для того, чтобы продолжить вязать узор, мы с вами связали вместе 9 рядов. Перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания второго ряда. И вяжите вместе со мной 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ряды. То есть узор каждый раз повторяйте со 2 по 9 ряд. Вот так вот смотрится узор. Здесь у нас связаны все, получается, нечетные ряды. И так вот смотрится узор при вязании четных рядов. Если вы будете вязать данный вариант модель топа, майки, то вяжите по схеме и по моему мастер-классу. Данный вид узора прекрасно вяжется прямыми и обратными рядами и по кругу. Раппорт узора состоит из 8 рядов в высоту и 6 петель в ширину. Данный вид узора
прекрасно вяжется прямыми и обратными рядами. И можно его вязать по кругу. В конце данного видео вы найдете каталог всех моих подробных попетельных мастер-классов, разработанных специально для начинающих вязальщиц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Выберите любую модель, которую хотите связать, и в комментариях под этим видео напишите мне название мастер-класса, и я вам обязательно отвечу, как его получить и присоединиться к вязанию. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете 2 ссылки, где проходят попетельные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать». Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер. От 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин. На любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный. Состоит из 7 частей. Формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку. Название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать Белоснежку», и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган.
Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет незабудка можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с вточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет незабудка, либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать незабудку. Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать васильковое поле. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка. Можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия: топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Можно связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо крючком. Вяжется здесь модель интересным способом, а как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми и обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите «Хочу связать карамельку», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, победительные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился.
Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас